Здравствуйте, друзья! Хочу вам рассказать по поводу замены жидкости в гидроусилителе руля. Кто как меняет, кто неправильно меняет. И по поводу пены в системе, да, постоянно завоздушные идут пузырьки, руль у вас гудит. При повороте руля происходит гул. Любая машина может быть. Хоть Audi, хоть Toyota, хоть Nissan, без разницы. Смысл такой. Или сейчас я хочу поговорить о нескольких причинах. Вот, допустим, у вас гудит руль, да, при повороте руля вправо или влево. Идет гул, вы думаете, что хана вашему насосу, да? Вот, возможно, но возможно и нет. Первая причина. Вы открываете при заведенном двигателе, вот, и смотрите, давайте сейчас я заведу и покажу вам, да? Я хочу вам кое-что показать. На заведенной машине, если вы открываете крышечку с жидкостью АТФ-ки, да, смотрите, видите, жидкость стоит на месте, да, никаких пузырьков, пены нету. Так должно быть. Если у вас гудит руль при повороте руля направо или налево, вот, и у вас здесь есть пена, пузырьки, сейчас закроем. Возможно, вы до этого или вы, или мастера поменяли вам жидкость в гидросистеме, да, гидроусилитель руля. И они, как правильно нужно делать? Заливаете жидкость и с обратки, с обратного шланга, да, сливается в бутылку и крутите рулем вправо-влево до конца, пока не прогоните старую жидкость, подливая новую. Правильно, да? Ну, есть много в ютубе, как это делать. Я сейчас говорю не об этом. Вот. Но многие мастера или люди не знают. Они заливают сюда жидкость новую и заводят автомобиль в этот момент и прогоняют на запущенном моторе. Крутят руль вправо-влево на запущенном моторе. Этого делать нельзя. Вот, потому что моментально все происходит в пену. Пенится полностью вся жидкость в гидросистеме. Вот. Даже если машина отстоится сутки, это ничего не даст. Эти мелкие пузырьки, вот, они остаются в этой жидкости, и они не выгоняются. И руль у вас будет гудеть так же само, когда вы будете поворачивать в разные стороны. Поэтому нужно обязательно замену жидкости делать только при заглушенном моторе. И крутить нужно руль вправо-влево и выгонять пузырьки. Ну, шланг, понятно, скидываете обратку в бутылку пустую, а сюда заливайте новую жидкость, и получается как поршень. Когда вы крутите вправо-влево руль, поршень в рулевой рейке, он выгоняет старую жидкость на заглушенном моторе, а вы заливаете новую. Только тогда вы удалите полностью все пузырьки со старой жидкости и зальете новую, чистую, без пены, так сказать, да, не завоздушенную жидкость АТФ-ки. Вот. Тогда у вас все будет хорошо. И у меня так было. Мне сделали мастера, завели мотор, прогоняли это все рулем на заведенном моторе, завоздушили всю систему пузырьками, жидкость АТФ-ки, и у меня гудел руль. Пока я все сам не слил и на заглушенном моторе не прогнал рулем и не залил чистую, у меня руль сейчас крутится очень тихо. Вот, дальше. Если, допустим, вы так сделали, и у вас все равно идет пена, да, небольшая, и подгуживает руль. Что было еще у меня? Шланг, который подходит, да, именно к самому гидроусилителю, вот, насосу гидроусилителя, вот он у меня так находится, вот этот шланг, он подходит, получается, вот сюда. И хомут, он просто, был заводской хомут такой, он обжимается, ну, идет заводской, не под отвертку, а обжимной хомут. Этот хомут плохо держал, ну, вот так он выглядит примерно, вот такой хомут обжимной. Он плохо держал, уже старенький, и, получается, подсасывало воздух. Я даже не думал, что может быть такое. Подсасывал воздух с-под шланга, и завоздушила система, и шла пена. И у меня гудел руль. Пока я не поставил вот такой мощный хомут, не зажал сильно. Вот. И только тогда я посмотрел, у меня моментально перестало все пениться. Руль стал тихо работать, ушел гул. Вот такие две причины, друзья мои. Обратите внимание, пожалуйста, на то, что у вас здесь. Какие хомуты стоят, хорошо ли они прикручены, шланги. Вот. До этого ли вам правильно ли поменяли масло в гидросистеме?
усилитель руля, или неправильно, как я вам сказал, на заглушенном только моторе. Вот эти вот две вещи. И обязательно смотрите, какая вам нужна АТФ-ка. Чтобы она не была, допустим, если у вас машина 90-х годов, начало 2000-х, там, возможно, везде идет АТФ-2, Декстрон 2, да? Кто зальет Декстрон 3, уже это все проверено было, где требуется Декстрон 2, вот, тоже происходит не та жидкость, происходит гудение руля при повороте, гудит сам насос, вот, потому что это не та жидкость. Я раньше этого не знал, лил какую долил, вот, на многих машинах это не прокатывает. Поэтому смотрите конкретно к вашей модели, вот, каких годов идет ваша жидкость обязательно. Спасибо.